друзья! Меня зовут Настя Лосева, и вы сегодня на моем канале, который называется «Рецепт вкусной жизни». Я вас приглашаю в рамках наших прогулок по Владивостоку посетить супермаркет нашего города. Мы на самом деле уже закупились. Я вам сейчас покажу кадры, как мы это делали, и покажу вам цены на самые ходовые продукты, которые, в принципе, всегда должны быть в нашем холодильнике. Это молочные продукты, а также овощи, фрукты и так далее. Но основную закупку я, естественно, вам покажу и проговорю цены. Давайте мы сделаем это дома, потому что я сегодня, если честно, рассчитывала, что будет поменьше народу. Сегодня вторник. Но, как вы видите, народу достаточно много. Находимся мы в супермаркете Реми Сити. У меня обычно есть два списка покупок. Это то, что мне нужно купить срочно, и второе, это то, что я куплю, если будут скидки. Я пользуюсь вот такими таблетками, как я показала, поэтому купила их. На зимние овощи цены у нас кусаются, при том, что они пластиковые на вкус. Но выбора нет. Яйцо у нас по 107 рублей. Молоко живое, натуральное, стоит больше 100 рублей. Мы берем вот такое. Можно найти подешевле, 80-90 рублей за литр, но это будет восстановленное молоко или с добавлением пальмового масла. В принципе, ассортимент молочки большой, можно выбрать на любой вкус и кошелек. Вот такой же фирмы покупаем сметану, 15%, тоже из натурального молока. Я пользуюсь, вот видите, цены могут быть немножко повыше, но здесь вы тоже выбираете то, что вам нужно, жирность, какую вы хотите. Я пользуюсь мукой Макфа, показываю вам тоже цены, это за 2 килограмма. И мне нужно закупиться сайрой, потому что, возможно, она скоро пропадет с наших прилавков, а позже я расскажу почему. Сразу показываю тоже вам цены. Обычно беру натуральную, но есть добавление масла. Тоже на любой вкус, на любой кошелек, рыбные консервы. Есть и скидки на тунца. Тунец у меня тоже всегда должен быть, поэтому возьму пару баночек. Делаю паштеты на утро из них. У меня есть рецепт, оставлю вам ссылочку. Вот про эту печень минтая натуральную я вам рассказывала, очень хорошего качества. Вот просто рекомендую, с удовольствием позавтракали с ней. Ну, есть и вот подешевле можно взять, тоже качество было достаточно хорошее. В принципе, выбрать есть из чего и по ценам, и по качеству. Да, вот это мы закупились. Даже я что-то и не ожидала, что будет так много. Тяжело. Поехали. Здесь вот такая парковка организована, бесплатная. Возле Реми Сити у нас бесплатная парковка. Поэтому сюда можно приехать на длительное время и спокойно выбирать продукты, которые нужно. Ну и когда мы делаем большие закупки, мы, конечно, стараемся приезжать в супермаркеты, где с бесплатными парковками. И она здесь такая побольше, то есть вмещает гораздо больше автомобилей. Ну вот сегодня тележечка аж выпадает все из тележечки из нашей. Ну, надеюсь, что это недели на 2 нам. Друзья мои, здравствуйте! Еще раз хочу с вами поздороваться. А у нас сегодня была закупка в магазине. Купили аж на больше 7 тысяч. Конечно, эта закупка, она не на одну неделю. И у нас опять вот тут кошка залезла почему-то на стол. Ты почему на стол лазишь, а? Ты, конечно, красивая кошка, но на стол лазить нельзя. Я хочу вам сегодня рассказать, что... Ну, какие-то цены вы уже посмотрели. В супермаркете мы с вами прогулялись. В рамках наших видео про прогулки по Владивостоку я решила сегодня прогуляться с вами по супермаркету. Я надеюсь, что вам такой формат понравится. Это один из супермаркетов крупных нашего города. Можно будет еще зайти в какие-то более скромные магазинчики, специализированные. Я сегодня не покупала мясо сырого, потому что мы покупаем либо на ярмарках, либо
специализированном магазине мясном, но в таких больших супермаркетах замороженное мясо я не покупаю, либо заказываю его участников. Говядина стоит где-то 450 рублей. Ну, полностью там и ребрышки, и мясо они привозят. Вот такой порядок цен. Так, я сейчас найду чек и начну выкладывать и рассказывать вам, что и как что у нас и как стоит. Ну, вот это вот масло, сразу покупаю его много, поскольку мы жарим рыбу, вы знаете, у меня муж рыбак, увлекается рыбалкой. Поэтому масло 3 бутылки я купила, сейчас еще найду. Вот чек, который у нас сегодня получился, закупка на 7017 рублей 90 копеек. И что же мы купили? Так. Ну, на скидке были, например, вот эти соки Рич. Нашлась потеря, 3-я бутылка. Здесь у нас овощи тоже скажу. А вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, насколько эти цены отличаются от тех цен, которые у вас. Ну, сразу хочу сказать, например, что я знаю, что яйцо у нас намного дороже. Вот это яйцо, по-моему, по 106 рублей десяток первой категории. Ну, как бы обычное яйцо. Я знаю, что такое яйцо в Москве, например, 60-70 рублей стоит. Ну, то есть процентов на 30 оно у нас дороже. Сейчас по ценам еще дальше пройдемся. И вот такая пачка бумажных полотенец. Вернее, это не бумажные полотенца, это целлюлозные полотенца. Вот такие вот. Мы давно решили с мужем выбросить все тряпки, которые есть. И на кухне пользуемся только вот такими полотенчиками. Сейчас скажу, сколько они стоят. Вы знаете, получается достаточно выгодно, потому что вот эта пачка нам в прошлый раз хватило. Предыдущую пачку я покупала на свой день рождения 25 ноября. То есть ноябрь, декабрь, январь. Нам на 2 месяца хватило вот этой пачки, а стоит она около 300 рублей. Сейчас так не найду, но обязательно вам скажу, сколько она стоит, тоже оставлю. Намочили, несколько раз попользовались. Иногда, когда я мало готовлю, мне даже на целый день вот этой тряпочки хватает. А в конце дня я просто ее выбрасываю. Ну и конечно, удобно, когда вы что-то делаете с мясом, такое с кровью, на кухне с рыбой. Сразу вытер все и выбросил, ничего не пахнет. И что я вам еще хотела очень важное рассказать. Вы знаете, у нас в социальных сетях прошла информация о том, что у нас какое-то время не будет сайры. Но какое пока неизвестно. Дело в том, что сайра, она ловится в Японском море у нас здесь и мигрирует от наших берегов к берегам Японии. И может случиться такое, и как раз вот эта миграция, она является циклической. И, в принципе, предсказать ее достаточно сложно. Почему я говорю, что, возможно, эта информация правдоподобна? Потому что уже была такая ситуация с сельдью иваси. Я расскажу. Значит, сельдь иваси в моем детстве была очень распространенная рыба. Ну, 30 лет назад, считайте, там 25 лет назад. И ее везде продавали, делали консерву, солили, вялили и все прочее. Это такая селедочка, она меньшего размера, чем обычно, и с такими черными пятнышками. Так вот, где-то 10 лет назад, не 10 лет, вернее, когда мне было 10 лет, то есть это 30 лет назад, она исчезает полностью из наших морей. И вот она вернулась буквально 5 лет назад. То есть 25 лет эта рыба не подходила к нашим берегам. Но, соответственно, либо консервы тогда будут делать, ну, что касается сайры, да, если произойдет такая ситуация. Консервы будут делать с покупного сырья, тогда оно будет дороже. Ну и второе, это то, что мы здесь, дальневосточники, конечно, предпочитаем консервы покупать, которые сделаны на плавбазе. Это вот то, что очень важно для выбора консерв. Я вам обязательно расскажу. То есть консервы, которые сделаны в море на плавбазе,
они вот сразу выловили рыбу и сразу переработали в консервы. Это, естественно, самая свежайшая рыба. И мы, как дальневосточники, предпочитаем покупать такие консервы. Если вы любите сайру, закупайтесь ей, потому что может возникнуть такая ситуация, что сайра из наших магазинов пропадет. А то же самое случилось и недавно поехала на рыбный рынок. Ссылочка вот здесь будет, как я ездила на рыбную ярмарку и что за рыбная ярмарка у нас. Прихожу, а там написано угольная рыба. Я в свои 40 лет не знаю, что это такое угольная рыба. И мне продавец говорит, что да, этой рыбы очень долгое время не было возле наших вод, в наших водах она не ловилась. Приехала домой, спрашиваю мамы, говорю, мама, что за угольная рыба? Ну, естественно, в Википедию еще заглянула. Она говорит, да, в детстве моей мамы была эта рыба угольная. Она говорит, очень вкусная. Это оказалась черная треска. И стоит она у нас около 1000 рублей килограмм. И говорят, что это очень редкая тоже рыба. Ее выловили здесь, когда она подошла. И вот очень редко она даже сейчас встречается, когда появилась, потому что ее все отправляют в Японию и в Корею. Очень ценится она там. Ну так вот, моя покупка. Сейчас я вам ближе покажу. Цены буду вам писать на экране, когда буду показывать продукт. Если вам интересно, оставайтесь. Если вам интересен такой формат видео, подписывайтесь на мой канал, который называется «Рецепт вкусной жизни». Буду вас водить по магазинам, не только продуктовым, но и всяким разным другим. И разным продуктовым магазинам. Пойдем на наш самый большой рыбный крытый рынок, я вам покажу, и всякие разные рыбные деликатесы. Ну а сейчас давайте к нашей закупке ежедневной перейдем. Значит, вот такие онигири у нас называются. Это японские, ну типа суши, только вот они вот так треугольничками свернуты. Стоит 56 рублей. Я взяла ребенку в школу для перекуса. Дальше, уже сейчас не помню, все буду писать на экране. Вот такая икра минтая, часто берем на завтрак. Зелень 97 рублей стоит. У нас в теплице выращивается в стаканчиках. Вот такая торговая марка, это наш местный производитель, называется Ратимир. У них есть свои фермы, где они выращивают свинину. Я там у них в магазинах как раз и покупаю свинину для своих колбас, которые я делаю. Но сейчас не время коптить, поэтому вот купила, тем более была распродажа на них и решила, ребенок любит. Из деликатесов только купила вот этот сыр, на него была распродажа 1105 рублей. Вообще он стоит 1500 рублей за килограмм. Это итальянский сыр, Палермо называется, очень твердый. Я его люблю к вину, как закуска, очень хорошо. Консервы всегда беру вот такой тунец. Это у меня для намазок я делаю. Муж очень любит маздам. Маздам вот 896 рублей 77 копеек за килограмм. Кусочек вытянул на 346 рублей. Так, из сыров еще всегда у меня в холодильнике должна быть вот такая палочка моцареллы. Стоит она 662 рубля за килограмм, 663 почти. Пиццы, потому что делаю, и лепешки покупаю мексиканские, ребенку делаю с колбаской, и вот на завтрак вот с этой моцареллой всегда у меня в холодильнике она есть. Сок Рич по 100 рублей был на распродаже, тоже взяли томатный и яблочный. По яйцу я уже сказала, десяток 86 рублей первой категории, и отборное яйцо 180 рублей за полтора десятка. Молоко берем вот такое в пакетах, оно срок годности у него 10 дней. Ну, я опять же сказала, что это не самое дешевое молоко, но в принципе у нас дешевле 100 рублей молока за литр нет, если это нормальное молоко. И сметана, тоже цену вам сейчас оставлю на мониторе, на экране. Взяла огурчиков. Я в принципе не приветствую зимние овощи. Вот, тепличные.
245 рублей за килограмм. 2 огурца 142 рубля. Вытянули. Что еще? Лук репчатый Казахстан. Аж из Казахстана к нам лук приехал. А у вас есть такой в магазинах? Стоит 53 рубля за килограмм. Вот 920 рублей 48,60. Картофель у нас наш приморский купила с 58 рублей за килограмм. 2 килограмма 300 грамм на 135 рублей. Что еще? Ну, это вот такие пряники зебра. Цену сейчас вам напишу. Не знаю, муж покупал. И капусту. Ну, конечно, китайская брокколи. Но очень захотелось сделать салатик из нее. Вот такая цена. 187 рублей 90 копеек. Так, ну вот такая у нас закупка. Всего это нам обошлось в 7000 рублей. Ну и кучу консерв. Друзья мои, ну а я продолжаю вас знакомить с жизнью в городе Владивосток. Поэтому подписывайтесь на канал, если вас интересует эта тема. Может быть, вы собираетесь к нам в отпуск, а может быть, даже и переезжать, жить собираетесь. А может быть, у вас здесь живут родственники, которых вы давно не видели. И вам интересно, как и что здесь у них складывается жизнь. Поэтому я буду вам рассказывать о том, как мы здесь живем, чем дышим, как ходим в театры, как ходим в магазины, сколько стоят у нас продукты и не продукты, другие жизненно важные товары. Ну, проедемся с вами по городу, поэтому пишите ваши пожелания, что вы хотите увидеть в Владивостоке. А я буду рада следовать вашим пожеланиям, вашим мыслям. Может быть, что-то вы слышали о Владивостоке и хотите развеять какой-то миф, либо наоборот его подтвердить. Но с наступлением тепла будем с вами ездить на море. Я покажу вам красивые бухты, места, покажу вам море и вид на наш город со стороны моря, потому что у нас есть морской транспорт, на котором можно покататься и поснимать интересные виды. Ну а я пока прощаюсь с вами. Спасибо, что были со мной. Была рада общению с вами. Всем пока!